Всем привет! У нас сегодня обзор 11-й, той самой, которую сделал Стас Певтей в городе Краснодар. И тут не столько можно рассказывать про саму машину, сколько про владельца. Сейчас мы загоним ее в бокс, потому что сегодня холодно очень на улице снимать. Включим, посмотрим, позадаем вопросы Стасу. Вот Стас сегодня из Краснодара приехал. Тачка намытая, полностью в боеготовности. И сегодня, я думаю, у нас будет очень интересный обзор. Так, вот сейчас вот, я не знаю, будут они против, нет, это секретное логово Альфард, Страдивари. Тут вот, Стас, мы не будем сегодня твою машину снимать, короче. Тут есть что поснимать. Вот. Вот этого обзор надо обязательно снять, я думаю. А это, наверное, никому не интересно, да? Вообще не интересная машина. Тут крикнешь, можно оглохнуть уже в камере просто. Комфорт не потерян. В машине также можно передвигаться. Повседнев полный. Фронт стелс называется. Не видно. Ёбаный. Смотрите, как она. А я стесняюсь спросить, а на экологические нормы все прошла? Евро 5. Sustainability соблюдены? Короче, свет отключили, поэтому обзор сегодня будем снимать вот так. Вот такая лажа со светом. Отключили свет, хотели в теплом боксе поснимать, но поедем, будет холоднее, но живописней. Стас уже наваливает.
небу, ты знаешь, все танцуют локтями, все танцуют локтями, все танцуют локтями. Кем бы я не был, ты знаешь, все танцуют локтями, все танцуют локтями, все танцуют локтями. Кем бы я не был, ты знаешь, все танцуют локтями, все танцуют локтями, все танцуют локтями. Кем бы я не был, ты знаешь, все танцуют локтями, все танцуют локтями, все танцуют локтями. Так, еще раз всем привет. Я не знаю, сколько раз я уже поздоровался. У нас выгнали из бокса. Какая-то авария на линии, света нету. Снимаем в итоге здесь. Здесь, конечно, можно сказать, что поживописней, но весьма холодно. Поэтому пришлось одеться. Сегодня с Краснодара, как я уже говорил, к нам в гости приехал Стас Певтий. Это не единственный его проект. Это как бы повседневный проект. У него есть еще спортивный проект. Стас занимается автозвуком в Краснодаре, продажей и установкой. И на самом деле вот в сегодняшнем обзоре у нас даже больше внимания сам владелец заслуживает, чем автомобиль. Потому что Стас на данный момент является действующим рекордсменом мира в классе Суперстрит 1-2. Он является чемпионом мира, также человек из Краснодара, Россия. Вот у нас один из самых престижных классов, рекордсмен и чемпион мира этого года. Проживает в Краснодаре, и это вызывает достаточно большую, лично у меня, гордость. Я надеюсь, вы тоже гордитесь. Спорт этот не так еще, конечно, развит, но он очень сильно развивается. Вот, в этом году Россия показала, что она может ставить рекорды, она может занимать чемпионские места в мире. Мы достойную конкуренцию сейчас составляем бразильцам, американцам, европейцам. И вот один из самых громких людей мира, не побоюсь так сказать, сегодня у нас в Ростове со своим повседневным проектом. Хоть этот проект и повседневный, мы сейчас о нем более подробно поговорим, здесь очень много прикольных решений, очень необычных решений. Но он уже, вот собранный в этом году, он уже успел занять титулы, он успел занять многие места, поставить хорошие результаты. Это машина с результатом 159,8. 159,7, стала чемпионом Эмма Россия. Это на закрытых дверях у нее такой результат, это сумасшедший результат. Одна из интересных особенностей вот соревновательного сезона в этом году у Стаса, это то, что машина его не смогла выехать на финал основная, и он за очень короткий промежуток времени, там буквально за пару недель, умудрился переставить все железо в другой автомобиль. И на нем, пусть это не рекорд, конечно, но очень близко к мировому рекорду, стал чемпионом России, чемпионом мира. Вот так! Вот так вот! Нужно подчеркнуть, что этот человек сделал вот с незнакомым автомобилем за 2 недели, добился сумасшедшего давления. Я надеюсь, он уехал. Но все время, вот, как снимаем, начинает кто-то жуков крутить, КамАЗы ездит. Так, давайте более подробно об автомобиле поговорим. Сам автомобиль, тут доработана тормозная система, сзади стоят тормозные диски, вместо барабанов спереди стоят усиленные тормоза. От чего? Калина Спорт. От Калины Спорт стоят передние тормозные диски. Мотор также доработана выхлопная система. И вот автомобиль, несмотря на то, что он весит целых 2 тонны, достаточно быстро может передвигаться. 140 едет же она. 140 едет и может даже с этой скорости останавливаться. Уникальная особенность этой аудиосистемы заключается в том, что питание здесь у нас 3 целых контура. Это штатный, совершенно не относящийся к музыке контур, штатный кислотный аккумулятор и штатный генератор. И плюс к этому у нас добавлено 2 генератора, которые питают аудиосистему уже. Здесь стоит литий, суммарная емкость 850 ампер-часов. И еще одна уникальная особенность, что система не разделяется на штатную и музыкальную, а музыкальная еще разделяется на 2 подсистемы. Первая — это 14-вольтовый фронт, 12-вольтовый. И вторая — это сабвуферное звено, усилки которых получают 18 вольт. То есть у нас на повышенном вольтаже работает бас, свое питание имеет фронт. И штатная аудиосистема никак не относится к аудиосистеме. То есть, если что-то случилось, сломались, там, порвались ремни, генераторы вышли из строя, или еще что-то случилось, автомобиль может ехать дальше,
никак не связаны с питанием аудиосистемы. Это очень круто. Так, сейчас меняемся со Стасом, он замерз держать камеру. Я предлагаю сделать следующим образом, чтобы Стасу чуть-чуть погреться, да и мне тоже, мне холодно, несмотря на то, что я одет потеплее, чем Стас. Вот он меня сегодня предупредил, говорит: Саша, там холодно, одевайся. Я вот, пожалуйста, у меня все нормально. Не Стас? О, блядь, включилось ночное видение. Да, я так поскромнее немножко, Да, Стас по-южному. Стас поскромнее, поэтому мы сделаем следующий формат. Стас, садись за руль, а я буду задавать тебе каверзные вопросы, ты будешь на них отвечать. Самый каверзный задал только что какой-то обыватель подошел. Конечно, это первый вопрос к аудиосистеме, да, он самый главный. Я тоже его задам. Сколько это все стоит? Да бог его знает, сколько это стоит. Я считаю, что в таких проектах, когда собираешь такие машины, нет смысла считать в рублях. Ну да. Либо в какой-то другой валюте. Нужно Это- читать человека часах. Да. Так, давайте начнем с чего? Давай расскажи, это оформление какое? Так, это у нас BP4. Здесь установлены 12 двенашек, Альфард ГР. Это еще вот те самые первые Да. GR12F. Не тюнингованные, да, они не доработанные. Это стоп. Их 12 штук. Для понимания, вот Витя Моц, кто знает проект, у него 12 сабов стоит в S-Max, в универсале, ну как сказать, в универсале, да, в микроавтобусе. Стас умудрился в универсал, в обычный Лада, воткнуть 12 сабов и говорит, что там еще даже Там еще место. сзади, да, место есть внизу. Еще место есть, сейчас я с ночным видением покажу. Вот такая вот камера. Вот у нас слева объем и справа объем. Да. И вот здесь объем. Это у нас бенпас 4-го порядка. Объемы там по сколько? По 200 закрыто и 800 открыто. Вот так. И сабы работают, не воняют, не греются, да? Система стабильная. По вольтметрам я тут заметил, очень интересно. Тут сразу 3 вольтметра. Расскажи, какой показывает нам что? Вот они. Это у нас штатная, да? Значит, литий стоит 5 секций. Вот этот показывает вольтаж на 4 банках, то есть это то, чем питается фронт. Угу. Вот этот вольтметр показывает уже с 5 банок выход, это то, чем питаются моноблоки, непосредственно басовые усилители. А это съем с генератора идет. Угу. Ну то есть фронт ты не знаешь, да, сколько на фронте? Вот. Подожди, Вот. мы штатную не знаем. Мы Да. штатную мы знаем Вот на магнитофоне. То есть у нас 4 по сути вольтметра. Да. У нас вот он штатный и, кстати, просаженный довольно неплохо. Давай заведем. Можно печку даже включить. Так резко пришла зима в Ростов. В Краснодаре еще потеплее. Это то же самое. Да? Я сам выезжал, 0 градусов было. Подыгрись просажен. Да, все в порядке. Пионер 80-й. Ну, про него, наверное, не будем ничего особенного говорить. Особенного внимания здесь заслуживает фронт. Это у нас NM6, еще самые первые, да, 8-умные, 8-умные. 12 фар. И каждую дверь усиливает. Сейчас я покажу. У нас открыта, да, там дверь? И на каждую дверь у нас стоит D-класса усилитель, который подключен каждый в 2 Ома. УГО 2500D. Все собрано на Альфарде. Вы понимаете, что это машина, ну, как шоу-кар Альфарда, да? Тоже симбиоз такой получился, типа Коли Широченко. Тут и спорт, и повседневка, и шоу. Это, я так понимаю, на драйверы. Да, 480 на пищалке. АБ-класс. Да. Вот драйверы у нас стоят МТ-17 Да, без рупоров. То есть это сам драйвер. просто сам драйвер. Магнит с подвижной системой. И достаточно громко они играют, можно оглохнуть, если вот ухо поднести к такому драйверу к одному. Их здесь стоит 6 штук. И усиливаются они АБ-класса 4-канальников. Ну и, собственно, вот ГР 12-тысячники. Аналогов у них немного. Это Pride 10K и Ground Zero 10K. Ну и еще некоторые модели American Bass. Это корейские моноблоки, очень мощные. Здесь мы видим литий. И где мы еще видим литий? Все просто вот здесь полностью за усилителями стоит целый ряд. То есть вот так вот у нас От полностью. начала и до конца. Это Прям вот всё. они фальши закрыты. Это литий закрыты фальши. Ну если у тебя фоточки есть без усилков, пришли, я вставлю. Да. Где-то были. Так, задняя дверь. Это Лада, да? Это Лада, да. Лада, да. Все тут то же самое. Аккуратно в термоусадке все закреплено.
А люди иногда спрашивают, почему часть проводов синих, часть красных, кстати говоря. Синий, получается, это, ну, чтобы самому потом в случае чего не запутаться, синяя вся проводка, это 18-вольтовая часть системы, то есть это то, что обслуживается моноблоками. А то, что красным, все провода, которые идут, это именно 12-вольтовая часть системы, то, что идет на фронт. Вот так Это вот. снова Лада. Вот так сделано. Чтобы вы не запутались. Если вдруг купите эту машину с аудиосистемой, вам будет очень просто разобраться. Да, ну вот она 12, вот это все части от 18-вольтовой секции. Понимаете, да, насколько сложно собрать такую систему? С одной стороны, конечно, кажется просто, но когда ты начинаешь все коммутировать, это можно встрять очень жестко. И можно очень... Ну, тут ошибки могут закончиться плачевно. Стенка у нас обшита карпетом, уже облагорожена. Сиденья стоят Рикара, да, это настоящие? Это нет. Нет? Не, Рикара, А надпись настоящая? Надпись настоящая, у меня дочка настоящая ездит. Вот, сидушки Рикара. Да, здесь есть два потайных бардачка. Если вдруг кто захочет купить эту машину, вот они сзади. Оп. Там изначально планировались устанавливаться дополнительные аккумуляторы, но с переходом на литий необходимость. Вот так вот абсолютно даже. исчезла. Ну, с той стороны такой же. Есть даже багажный отсек. Да. Еще более повседневное, чем можно предположить. Вот тут я обратил внимание, обвес, это все стекломат, правильно? Крылья пластик, все остальное стекло. Он, кстати, нормально вибрирует, когда, я не знаю, будет на видео видно, ты валишь, когда вибрирует достаточно хорошо. Кастомная оптика, прикольный обвес, не портящий десятку. Получавший во всех местах. Ну да, ну это нормально. А в СМПО 16 стоят, ковка. И вот видно по задним шинам, какой вес машина получила. 2 тонны здесь. А в задних колесах 3,5 атмосферы сейчас. 3,5 накачивают. Вот смотрите, 3,5, и они вот они, как легли. Машина была 3 раза в Сочи в этом году своим ходом абсолютно без проблем. Она была в Крыму, где есть только направление, скорее всего, а не то, что дороги. С их раздолбанными, ну, Саша, ты тоже знаешь, какие дороги в Крыму. Она сама доехала, и у нее, слава богу, ни одной поломки за весь этот сезон. Ну, то есть, когда машину готовили ее изначально так, чтобы машина реально могла ездить. Не просто стоять и номинально присутствовать, чтобы могла кататься каждый день. И чтобы было по минимуму каких-то проблем в процессе эксплуатации. Ну, вроде получилось. Не знаю, больше 10 тысяч намотало. Вроде поломок замечено не было. Ну, круто. Вот труба, распорка, которую все так любят. Несмотря на нее лобовое здесь все равно ходит. Дверь нормально тут выбивает? Двери, да. А дверям хана уже. Поломала? Двери постоянно подвариваем. Ну вот это уже сегодня, кстати. Ага. Там вареные 8 шпильки, но, как видно, ненадолго. Ну, мы Уже. девушку сейчас сажали, показывали КР-трик. Я думаю, может сейчас покажем, дверь будет флексить? Ну давай включай тогда басуху. Сейчас посмотрим. Слушай, её Вы же оторвать. все этого ждете, да? Не рассказов про 18 вольт, а как машина ломается. Play with some pimpin', man.
у тебя капот пластмассовый, потому что. Нет, он открутился, посмотри. Ни хрена оно поднимается. Смотри, как капот поднимается. Амортизаторы снимаешь и все. Охренеть. Очень удобно. Очень Но удобно. только когда ветра нет. Почти как на классике, только в другую сторону. Вот он, видите, аккумулятор. Да, вот с вот этого все валит. Да. Раз, два, три. 3 генератора. У нас тут всякие какие-то распорки. Что это, я не знаю, даже мотор. Усилители какие-то, да? Подушка еще да, одна. на двигатель еще. А это что такое? Это мозги управления генераторами, они же снаружи. А, управляют. генераторы, вольтаж регулируется. Так, а генераторы у нас Мехман, да? Да, Какой? 300? SMD 370. 370. Это крутой, это элитный. И что это? Вон то, что за гена? Внизу? Штатный, обычный? Сток. Я даже не знаю, что это. А это такой же, да? Да. Мехман. Тут Стас намудрил с креплениями. Ну а как? Вот здесь у нас куча ремней. Короче, вот они по две По две протяжки. с каждого. С каждого по 2 нули. Аудио экстрим? Audio Extreme. Я не сомневался. Вот такая вот веселая песня. Если вы только что поели, никогда не садитесь к Стасу слушать музыку. Можете Ты поел? получить пизды от Стаса за то, что заблюете. Ну всю машину. Не, ну валит, да, реально, блядь, валит прям. Прям реально валит. Вот сколько мы сейчас слушаем? 157, 158 есть. Ну, жестко. А как выходить, как у тебя кнопки сделаны? Вот оно все. 2 стеклоподъемника передних и 2 двери. Ага. Оп. Шапка упала. Ну, вверх еще жестче будет. Короче, мы сейчас послушаем, а вы не послушаете. Вот, но вам остается что, рассказать итог. У меня только один очень большой вопрос. Как, Стас, ты успеваешь вот это все? Я понимаю, да, там стрелять надо, это куча времени, да, в Суперстрите. А вот эту машину еще собирать, а еще работать, да? Еще работать, еще машину собирать, еще брату помогать машину собирать, еще работать по продажам, установкам. Все успеваем, а что делать? Приходится. Да, видите, да, человек как на результат нацелен. Если по Краснодару надо что-то вам установить, на правах рекламы, вот на правах рекомендаций. Вот такому человеку смело можно заезжать и на покупку, и на установку. Нет кидалова с гарантиями и все такое. А еще у нас есть наклейки Loud Sound. Да? Можем распространить. Хорошо. Это он так намекнул тонко, что надо наклейкам еще дать. Да, надо этот самый офис открывать, Саша. Ты не думал об этом? Да я думаю, мне каждый день об этом напоминают, но пишут так, я хочу. Пишут, я мечтаю заниматься автозвуком, можно открыть ваш филиал. Нет, блядь, нельзя открыть наш филиал. Откройте филиал Apple тогда. Ну, надо вот какое-то подспорье иметь, так просто с нуля стартовать. Вот мы, кстати, видим здесь
Немножко просел. Понятно, да, куда просело? Генераторы выключены. Мы без генераторов не Да? включим. Вон они выключены, вот. А у тебя не отдельно, да, Да, выключается? вот включаем генератор, вот включаем мы все. Генераторы выключены сейчас. Это все время мы слушали музыку без Вот генератора он литий. вообще. Вот что такое литий, да? Ну и плюс банки, да, там? Нет, просто 5 секций, 5 А, ты правильно просто за последователем, Да. чтобы было 18 же, да, правильно Да. получается? Или сколько у тебя? Да, 17,5. 17,5. Литий тема. А по весу сколько литий ты не считал? 120 килограмм, 18-вольтовая секция. 12-вольтовая секция 100 килограмм. Ну еще как двух девочек посадили. Только от девочек толка нет, а от лития у вас. Отлитие есть. От лития есть. Какие планы на следующий год? Есть? По ней или вообще? Ну вообще, вот рекорд мира, а дальше что? Рекорд чего? А дальше? Вселенной? Нет, а дальше нужно отрываться по рекорду мира. Всего лишь децибел пока в плюсе. Надо уходить еще дальше, чтобы вообще отбить всяческое желание бодаться. Ну и для того, чтобы в конце концов реализовать себя, нужно пройти отметку 171 в следующем сезоне. Как бы в планах это есть. По этой машине, не знаю, может 8 пятнашек, как вариант. Ну, то есть переделывать будешь? еще? Да, скорее всего, да. Ну не знаю, посмотрим. Куда еще? Я вот не понимаю, куда еще. Есть логический предел вот музыки. Ну 160 музыку больше уже, наверное, слушать вряд ли кто-то сможет. Ну только удивлять кого-то. А вот так вот проехаться по городу, провалить 160 грубовато. Или ты слушаешь? Я слушаю. Не, ну хорошо, смотри, людей поудивлять, ладно, а самому поудивляться. Ты сам давно удивлялся в машинах? Не, ну я 160, я слушал вот 160 там с чем-то на низах. В бусе, там, Страдивари вот еще, но это тяжеловато. Но ты ведь садишься и ты удивляешься, тебе Ну хочется да. испытать это дерьмо У заново. меня ощущение такое, что кровь из носа идет. Она не идет, но вот ощущение так ебашит, что вот так чувствую. Все время пробуешь, не пошла ли кровь из носа. Это уже жестковато. Вот те, кто пишут обычно, вы долбоебы, оглохнете, к 60 годам можете начинать писать вот эти комментарии. Это именно такая машина, которую вы любите. Ну, я думаю, что вот если бы от этого глохли люди, у нас бы уже парочка глухих давно была бы. А? Да не, на самом деле нормально все это дело переносится, дело привычки. Понятно, с непривычки сначала люди садятся и в шоке, там уши, ноги, там все подряд закрывают, блин, боятся. А сам ездишь, слушаешь. Но я почему говорю, что надо второй мост положить там или просто как-то переработать систему? Потому что хочется испытать их ощущения. Вот я сижу как бы, ну мы вдвоем сидим, да, 160, мы сидим, спокойно слушаем. Там 158 сейчас плюсом было. Ну да, я вот помню первый раз, когда услышал 144, мне казалось, что я ничего не вижу и не могу дышать. Саша, я был хуже, я начинал со 142. Ну вот у меня было 139, а я услышал тогда десятку Страдивари, когда познакомился с Дэном и с Виталиком. У них было 144, по-моему, может чуть-чуть больше. Но мне казалось, что невозможно громче. Это, в принципе, ну, ничего не видно. Ну мне так когда-то давно казалось. У нас всегда что-то на последнее время на съемках происходит. То дрифтят, то еще. Вот сегодня мы Вилли вон наблюдаем. Да, это так называется. На переднем колесе, на заднем там люди вон тренируются. Короче, у нас какие-то обзоры такие с бонусом все время получаются. Короче, Стасу спасибо огромное за то, что приехал, тачку показал. И видите, да, у нас все больше интересных тачек появляется. Люди, ну, как бы готовы показывать. Такого не было раньше. У нас получается сейчас самые громкие проекты России мы вам показываем. Колю, к сожалению, не успели показать. Коля разобрал бусика. Вот, а так вот и ребята на Альмере приезжали. И Стас, я надеюсь, в скором времени еще у нас будет много интересных проектов. Но вы должны понимать, что вот это, ну, то, что вы сейчас видите, вот этот обзор, это там топ-10, может топ-5 автомобилей России. То есть смело можно сказать, что это самые громкие, самые зрелищные, самые стабильные автомобили России. Сейчас мы вам показываем. И это одна из них. Ее собрал вот Стас. Стасу спасибо. Всем пока. Стаса, кстати, тоже есть канал. Он там снимает тесты, обзоры. Можете... По мере свободного времени. По мере свободного Крайне времени, мало да. Не так профессионально. Ну, имеется в виду, что это не его там цель, а ну, если ему интересно чем-то поделиться, он хочет, то он выкладывает. Ну, можете подписываться, очень интересно. Да, и хейтерам привет, у нас нормальная, позитивная, дружеская атмосфера, да? Ну да, я не знаю. Хейтеры, про них уже забывать начинают все, потому что реально особо уже нечего троллить. Мы пытаемся вывести автозвук в такое русло больше спорт, дружба, но те до сих пор, кто начинает, да, мы сняли обзор Альмеры недавно, и люди пишут, там кто-то у кого-то сосет, кто-то лучше, кто-то кого-то отъебал. Ребята, ну представьте, что друзья выехали на рыбалку, они что там начинают мериться, у кого рыба больше, кто лох там, ну это хобби, увлечение. И, не, ну со Стасом у нас давно дружеские отношения. Да. И они
прошли уже не одно испытание, поэтому... Да. Короче, всем спасибо. Вы знаете, что вам делать, я не буду лишний раз напоминать. Все, всем пока. Чё? Как ощущения? А? Понравилось? Не холодно? Наверное, нет? Не холодно? Мне здесь холодно, отсюда дует. Спасибо. Да не за что.